Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Варламов, и я сегодня снова собираюсь в центр Москвы, чтобы освещать, что происходит. Сегодня 3 августа, и оппозиция на 3 августа назначила очередной митинг. Власти этот митинг не согласовали, и лидеры оппозиции призвали людей выходить на Бульварное кольцо. Сегодня очень длинный маршрут, то есть если в прошлую субботу люди пытались собраться около мэрии, им это не дали, то сегодня конкретной точки сбора нету, поэтому людей призывают гулять по всему бульвару. От Никитских ворот до Покровки это практически вся протяженность Бульварного кольца. Очень большое расстояние, и сегодня, скорее всего, будет сложно оценить число участников. Сегодня с самого утра в Москву прибывает полиция. Вот сейчас 12 часов, и я пока шел до офиса, видел очень много автобусов с ОМОНом, с Росгвардией, с полицией. Они блокируют переулки, все переулки, которые уходят от Бульварного кольца, видимо, чтобы не повторился сценарий прошлой субботы, когда люди, уйдя с Тверской, начали просто ходить по городу, перекрывать улицы, и никто не мог им помешать, потому что не знали, куда они пойдут. Помимо этого, ходят по Бульварному кольцу обычные полицейские, и если они видят кого-то, кто, по их мнению, походит на потенциального участника митинга, они его опрашивают. Они спрашивают, зачем он пришел, и предупреждают о недопустимости участия в каких-то несогласованных с властями акциях. Также, как сообщают очевидцы, это происходит на выходах из метро, Чистые пруды, Пушкинская, тоже сотрудники полиции пытаются отлавливать подозрительных, на их взгляд, людей и проводить с ними какие-то вот разъяснительные беседы. Вообще, вся прошлая неделя, если вы следили, она прошла под таким вот постоянным запугиванием людей. Возбудили, во-первых, уголовное дело о массовых беспорядках. Я был в прошлую субботу, я практически целый день провел прошлую субботу, был во многих точках и освещал протесты. Конечно, не было никаких массовых беспорядков. Если вам кто-то говорит, что 27 июля в центре Москвы были массовые беспорядки, это либо человек просто недалекий, незнакомый ситуации, и его убедили в этом, тогда его стоит переубедить, либо это просто провокатор или дурак. Уже возбудили уголовное дело, по-моему, на 5 участников акции, которая прошла 27 числа. Да, это кто-то кинул урну, которая попала в ногу ОМОНовцу, который проводил задержание, и причинил ему страшные страдания. И возбуждено уголовное дело, и теперь этого человека могут отправить в тюрьму на много лет. Другой задержанный обвиняется в том, что он открыл вот эту вот защиту на шлеме у солдатика Росгвардии. Да, тоже страшное преступление, массовые беспорядки. Ну, взял вот открыл. Да, студента Высшей школы экономики обвиняют, по-моему, в том, что он указывал руками, куда нужно идти. Конечно, никаких массовых беспорядков не было. Полиция жестит. Очень сильно жестит. Это, я бы сказал, это на моей памяти такое прям беспрецедентно. На мой взгляд, цель одна — это запугать людей, чтобы вот сегодня люди не вышли на улицу, несмотря на призывы лидеров оппозиции. Давайте посмотрим, как сегодня проходит акции в центре Москвы. Сейчас час дня, то есть еще целый час до официального начала акции. Ну вот мы видим, что тут много техники, вот ОМОН опять подъезжает. С самого утра работают эвакуаторы, запрещают парковку. Видимо, чтобы было больше места, если там потенциально придется ставить спецтехнику. На бульварах вон вообще никого нету, а здесь вон стоят уже сотрудники Росгвардии, наверное. Сложно отличать от полиции, да, скорее всего, это Росгвардия. Сегодня с утра сотрудники полиции прошли по всем заведениям на Бульварном кольце и порекомендовали им не работать. Некоторые выполнили рекомендацию, и сегодня действительно многие заведения закрыты. Тех, кто закрываться отказался, настоятельно просили не делать летние террасы. Здесь, видите, уже кто-то спит. Кто не митингует, тот спит. С утра хотел позавтракать на центральном рынке, но он оказался закрыт. А в другом кафе не работала только летняя терраса. Да, вот тут еще одна новинка. На столбы ночью поставили вот дополнительные камеры. Их здесь не было, чтобы ходить по бульварам, чтобы можно было их фиксировать. Здесь у нас можно посмотреть на машины вот с такой вот штангой, где стоят камеры панорамного обзора. Они тоже все фиксируют. Это полицейские машины. Мы успели. Блядь, ты что творишь? Блядь, собаку мне убьешь сейчас! Собаку! Отдай собаку! Мужики! Отходим от транспорта, проходим дальше по тротуару. Ты можешь рассказать, Антон, расскажи, что мы здесь стоим? Мы ожидаем, когда Любовь Соболь, собственно, проснется, выйдет и отправится на митинг. Через какое-то время ее наверняка задержат бойцы Росгвардии и московская полиция. Я думаю, что произойдет это в тот момент, когда она выйдет. А здесь центр сбора подписей.
Да, это бывший центр сбора подписей. Как видите, теперь все наклейки ФБК Навальный сняты. И выглядит это, мягко говоря, как обычный подвал. Вот журналисты ждут, когда выйдет Любовь Соболь, а тем временем начался дождь. Люба Соболь выходит в сопровождении журналистов. Вышли сотрудники полиции. Имеете право меня задерживать. На каком основании? Представьтесь. Я выйду, когда вы представитесь. Чего вы надели свой шлем? Кого вы боитесь? Своих граждан? Вы боитесь меня? Девушки, которые на 21 нет кладовки? Что ж вы здесь концерт устроили? Сержант полиции Щелканов Михаил Константинович, полицейский МВД России, Главное управление МВД России по городу Москве. Сержант полиции Макс Антон Александрович, еще раз. Подождите, на каком основании? Сначала предъявите мне требования. На каком основании меня задерживают? Что я нарушила? Что я нарушила? Предъявите мне законное требование. 20.2. Произнесли цифры сотрудники полиции. Это незаконно. Предъявите мне никакого требования. На каком основании вы меня задерживаете? На каком основании вы меня задерживаете? Объясните причину задержания. Объясните причину задержания. Я требую своего адвоката. Я требую объяснить причину задержания. Я требую объяснить причину задержания. Я требую объяснить причину задержания. Правильно все. Давай. Надо сказать, что сейчас не работает интернет. Передают, что он не работает на Пушкинской, на Трубной, около Чистых прудов. Вот у меня тоже, мы сейчас подходим к Чистым прудам. Вроде показывает LTE, но интернета нет. Приходится, как в старые добрые времена, отправлять смс-ки, чтобы узнать вообще, что происходит. Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других граждан. Просьба разойтись. Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других граждан. Просьба пройти в сторону Садового кольца. Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других граждан. Просьба пройти в сторону Садового кольца. Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других граждан. Просьба пройти в сторону Садового кольца. Здесь небольшая группа людей идет под либертарианским флагом. А я напоминаю, что Михаила Светова задержали на 30 суток после неудачной попытки переговоров о согласованном митинге как раз сегодня. Мэрия предложила Сахарова, Светов отказался. Ну, собственно, его на 30 суток сразу при выходе из мэрии задержали. Ну, вообще такой поток довольно уверенный. Народ такими группами, которые дозируются светофорами, вот уверенно идет в сторону Пушкинской от Чистых прудов. Так, вот сейчас, по-моему, будут задержания первые на Трубной. Если по одному задержат, ну так очень неспешно. Вон еще одного человека повели. А поток по бульвару, который от Чистых прудов в сторону Пушкинской, это такой довольно серьезный. То есть прям много людей идет. Все тротуары на бульваре заполнены. И народ вот переходит дорогу, идет в сторону Пушкинской. Шествованию пока никто не препятствует. Но вот сотрудники ОМОНа перекрывают тротуар, потому что бульвар уже давно перекрыт. И по нему не пускают. И вот тогда люди пошли по бульвару, они перекрыли тротуар. Я думаю, сейчас все пойдут обратно. Уже час как идет акция, и вот сотрудники ОМОНа, они выстроили кордоны на всех тротуарах. Люди не могут сейчас спокойно ни на боковые переулки уйти, ни пройти к метро. И людей вот просто сейчас гоняют от одного загона к другому. Сейчас не очень понятно, что делать, потому что действительно не дают собраться. Пушкинская площадь. Здесь тоже все зачистили. И вот здесь продолжаются задержания. Ситуация примерно такая же, как на Трубной, когда сначала зачистили площадь, а потом всех, кто не уходит, по одному выдергивают. Вот сейчас народ собрался на другой стороне от Пушкинской площади, и там сейчас начинаются задержания. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии несут службу с целью обеспечения вашей безопасности.
Вот здесь несколько сотен человек на Пушкинской. Скорее всего, сейчас тоже здесь будут зачищать. Забавно, что через громкоговоритель говорят, что здесь много сотрудников Росгвардии. Это солдаты срочной службы и ваши сыновья. То есть подразумевается, что здесь собираются взрослые люди. Хотя, как мы знаем, такая в основном позиция, что здесь собирается школота. Отходим дорогу. Расходимся дорогу. Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано. Не мешайте проходу людей. За нарушение закона вы можете быть привлечены к ответственности. Мероприятие не согласовано. Не мешайте проходу людей. Такие вот по 3-4 человека ходят, и сейчас мы посмотрим, как задерживают. Мы просто взяли 2 случайных парней, заломали руки. Детей же! Что, тебе нравится? Мне нравится, эти люди защищают. Кого? От чего защищают? От агрессии. Это чего? Ну что его Ты понесли? пидорас, Чего его понесли? Как вы иди думаете? отсюда, я тебе сказала. Посмотрите, народ, вот я просто подошел, спросил. Агрессия ужасная. Скажите, а вы против, да, тут акций, которые Да здесь я не проходят? против, я просто про обычных жителей вот интересуюсь, мнение его спрашиваю. Я считаю, это все неправильно, все эти акции, ну, ненормальны. А Росгвардия, мне кажется, она просто делает свою работу. Вот из Росгвардии прекрасные ребята, нормальные, адекватные. Просто выполняют свою работу. А вы считаете, вас здесь задержать не могут? Почему? Могут, конечно, если... И я буду- правы будут? Нет, если я буду нарушать закон... Не, вот если вы порядок- будете вот здесь стоять, вас могут задержать? Нет, не Вы могут. уверены? Конечно. Если их начать бить, трогать, там, спрашивать, еще что, они будут провоцироваться, правильно? Они будут делать действия, которые по закону указаны. Росгвардейцы унесли взволнованного гражданина, видимо, для того, чтобы пообщаться с ним на тему, кого можно задерживать, а кого нельзя. Сволочь, меня ударил. Что случилось? Ну вот ты прошел, толкнул, что-то не... Вообще как-то бестактно с его стороны, я считаю. Очень некрасиво повел себя, да. Это сотрудники Росгвардии. Вот просто продолжает задержание всех, кто хоть как-то, по мнению сотрудников, похож на демонстранта. Вообще непонятно, по какому принципу они забирают людей. Они ходят по площади и так вот кого-то выискивают. Я не знаю, или кто-то им в рацию что-то указывает, но выглядит так, как будто они берут просто случайных людей с площади. В принципе, народу здесь на самом деле немного. То есть, кто ходил на какие-то акции на Пушкинской, они знают, что когда смогли не протолкнуться. Я думаю, здесь несколько сотен человек сейчас находится. И вот сотрудники Росгвардии продолжают задержание. Вот, Росгвардия блокирует переход, чтобы отсюда никто не ушел. Здесь, походу, более-менее крепких мужчин. Я так сейчас понимаю, они ходят и выбирают молодых людей, мужчин, кто покрепче, и их задерживают. Скажите, а по какому принципу вы людей задерживаете? в YouTube? Да, хотите? Я не знаю. Да?
известный блогер. По какому принципу людей задерживаете? Несанкционированный митинг. Не, ну вы же вот кого-то сейчас выбираете, они же никто не кричит ничего. Лозунги, призывы. Не, ну я вот лозунгов нету. Вот вы сейчас ходите, кого-то... Нет, кого-то, которые кричат, тех и задерживают. То есть только в случае нарушения? Да. Дмитрий Низовца, журналиста взяли. А где он работает? Ну, Навальный лайф, но он журналист официальный. Я уже он сказал, подойди сюда, и здесь спрашивают, почему вы держите народ? Вот только что ребят тащили, я вязать не умею. Я никого не вас вязал. научу вязать, только людей не трогайте, Я никого пожалуйста. не вязал. О чем вы? Позор! Позор! Безопасную дистанцию отходим на безопасное расстояние. Это ваш знакомый? Это мой сын. Сын? Да. А вы просто стояли здесь, ничего не делали? А что можно сделать? Пьем кофе, он просто стоял. Выше второго человека так. Человек просто стоял, кофе шел, пил. Его забрали вообще ни за что. А вы сюда пришли на акцию или... Ну, вообще на акцию. Он не выкрикивал ничего? Нет, он стоял, фотографировал. А. Мой сын, оставьте его. Это мой сын. Это мой сын, оставьте его, он ничего не делал. Возьми-ка мне, Индекс. Это мой сын, оставьте его. Оставьте его, какое? Фашисты подряд. Пожалуйста, ребята, 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 Кошмар какой! Почему не стыдно? Уважаемые граждане, расходимся, мешаем проходу другим гражданам. Уважаемые граждане, расходимся, не мешаем проходу другим гражданам. Пустите отстань! Пустите отстань! Я спокойно. Мой сын остался. Я хочу своим сыном. У вас тоже свой сын, да? Не надо, не надо. Твой сын, да? Ну возьми меня. Ну что, какой такси, блядь? Ну сука, возьми меня туда, блядь. Уважаемые граждане, расходимся, не мешаем проходу другим гражданам. Для плана. Возьмите меня куда? Сотрудники военнослужащие Росгвардии несут службу с целью обеспечения вашей безопасности. Среди них большая часть военнослужащих срочной службы. Это ваши сыновья. Будьте благоразумны, не нарушайте общественный порядок и закон. Вот люди начинают аплодировать. Ну вот человек решил сесть перед строем Росгвардии и, скорее всего, сейчас задержат. В общем, чувак просто сидит, и у него все берут интервью. А вот, кстати, посмотрите, как у Дождя обеспечивается интернет. То есть вот куча модемов, потому что связь плохая, но вот хоть где-то есть, и, видимо, у них передается, и они вот так вот ведут прямой эфир. А за что задержали его? Лишние камеры. За что его задержали? В общем, мы шли вот, четвером, 4 друга, мы уже шли в обратную сторону, в сторону дома. Тут просто подбегает толпа и говорят то, что ты провокатор ебаный. То есть он ничего вообще не сделал. Вот 5 часов, а народу уже немного, все основные площади оцеплены, бульвар тоже заблокирован, то есть гулять по нему просто невозможно.
И вот людей сейчас разделили на небольшие группы по несколько сотен человек, и они продолжают находиться, не расходятся. Сейчас надо мной летает полицейский вертолет, который мониторит ситуацию в центре, а мы с вами можем потихонечку подводить итоги. До сих пор весь центр перекрыт, до сих пор не работает интернет. Полиция пытается блокировать интернет. Сегодня интернет блокировался практически во всем центре. Это вызвало массу проблем, кстати, в том числе и у бизнеса. Вот, например, у меня кухня есть, и мы не могли принимать заказы. Проблемы с такси, проблемы с каршерингом. Сегодня было меньше народу, чем в прошлый раз. Было меньше задержаний. Проходил мимо какого-то заведения, поймался Wi-Fi. Проскочили сообщения. Вижу, что на Арбате ребята развернули баннер и прошли по старому Арбату с баннером, на котором было написано «Свободу политзаключенным». Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк, написать комментарии и поделиться этим видео. Всем пока!